Желание ощутить полет издавна привлекало человека. Когда-то эта мечта для простого смертного являлась недостижимой, и лишь мифическим существам из древних сказаний была подвластна стихия небес. Но с наступлением 20 века то, что ранее казалось выдумкой и фантастикой, неожиданно стало реальностью. Слишком пафосное вступление получается что-то. Короче говоря, вас приветствует Cyberlinks, и я хочу признаться, что крайне неравнодушен к воздухоплаванию. И сегодня, в преддверии ожидания выхода второй части фильма «Топ Ган» с вечно молодым и перспективным Томом Крузом, мне хотелось бы вспомнить еще об одном авиационном экшн-фильме, премьера которого состоялась в том же 1986 году, когда, собственно, и появилась на свет первая часть «Лучшего стрелка». Фильм называется «Железный орел» или Iron Eagle в оригинале, и я не уверен, что многие кинозрители его сейчас помнят. Ну а поскольку я сам себе злобный баклан и обожаю создавать контент на темы, которые мало кто смотрит, то с упорством мазохиста продолжу и в этот раз делать то, что делаю. Топ Ган является, наверное, самым известным фильмом в жанре авиационного боевика, и в 2021 году, спустя 35 лет, на экраны готовится к выходу вторая часть, которую лично я жду с превеликим нетерпением, так как Круз, как бы кто к нему ни относился, является гарантией качества каждого своего нового кинопроекта. А вот подзабытая серия фильмов «Железный орел», который насчитывает аж 4 картины, ушла из поля зрения современных кинозрителей. Я бы и сам о ней не вспомнил, если бы не так давно прошедшие 2 сезона замечательного веб-сериала «Кобра Кай», где один из главных героев несколько раз отсылает нас к этому фильму. Мои интересы? Что я должен рассказать? Прогулки по пляжу? Люблю мощные тачки, боевые искусства, Железного Орла. Вторую часть тоже. Сюжет в нем таков. Подросток Даг Мастерс является сыном действующего военного летчика и живет с родителями и младшим братом на авиабазе. Понятное дело, что в таком окружении тяга к полетам у парня в крови, и к своим 18 годам он освоил не только легкомоторный самолет Cessna, но и многоцелевой истребитель F-16. Обучение на последний прошло, конечно, в неофициальном порядке, а за счет знакомства отца, который без малого находился в звании полковника. И вот в один не столь прекрасный день в семью Дага приносят весть, что их отец был сбит и захвачен в плен на территории некого враждебного ближневосточного государства. Поскольку стычка в воздухе произошла в спорном воздушном пространстве, дабы умять этот инцидент, правительство США тупо забивает на своего пилота, а тут еще и местные власти этой враждебной страны приговаривают его к смертной казни. Отчаянно ища выход из сложившейся ситуевины, Даг выходит на старого друга отца, полковника в отставке Чарльза Синклера по прозвищу Чаппи, и под его чутким руководством, а также с помощью многочисленных друзей и связей на военной базе, организует спасательную операцию с участием 2 F-16 по вызволению своего родителя. Реалистичным кажется сюжет? Конечно нет. Представители ВВС США отказались помогать в создании фильма, так как сам факт того, что группа подростков обхитрила всю систему безопасности базы и по сути угнала 2 истребителя, показался им неприемлемым. Но создатели фильма недолго думали и обратились за помощью к военно-воздушным силам Израиля. Вот уж у кого, а у них американской техники на вооружении хватает. Единственная рецензия на Кинопоиске гласит, что это детский ура-патриотический фильм. И здесь сразу разрешите не согласиться с автором. О каком патриотизме идет речь, если страна бросает своего пилота, который выполнял официальную миссию, а расхлебывать кашу и спасать своего отца приходится уже нашему главному герою Дагу и его друзьям. По поводу того, что фильм детский, я бы сказал, что он подростковый, о чем и говорит рейтинг PG-13. Стоит ли смотреть этот фильм? Выбор исключительно за вами. Это не шедевр, но если вы не убили у себя в душе подростка, или по сути еще являетесь подростком, любите стилистику эпохи 80-х, а также авиационный экшен, то почему бы не попробовать глянуть это творение? Чем же может удивить этот фильм поклонников Топ Гана? «Железный орел» вышел за 4 месяца до премьеры «Лучшего стрелка», и в качестве основной боевой единицы в «Орле» используется самолет F-16 Fighting Falcon, а в «Топ Гане» F-14 Tomcat. И речь сейчас не о техническом сравнении этих моделей, хотя лично мне чисто визуально больше нравится F-14.
Не зря именно этот истребитель использовали мультипликаторы для создания трансформирующихся самолетов в аниме Macross, он же Роботек для западного рынка. Речь о ведении боя. Если в фильме Top Gun бои были исключительно воздушными, в Железном Орле нам дают посмотреть как на воздушные сражения, так и противостояние истребителей наземной техники, а также на любимую забаву американцев точечную бомбардировку. Главный герой в затруднительной ситуации даже умудряется запустить ракету класса воздух-земля, находясь на взлетно-посадочной полосе. В лучших традициях докомпьютерной эпохи воздушные бои снимались при участии реальных самолетов, а там, где требовалось, использовались макеты. Особенно это касается сцен со взрывами. И если американские F-16 были именно F-16, то за русские МиГи отдувались по большей части израильские Кфиры. Понятное дело, что в середине 80-х достать советский самолет для съемок было малореально. В том же Топ Гане в качестве российского авиапрома использовали F-5 и обзывали его МиГ-28. Шутка в том, что нет у нас такого самолета. МиГ-27 есть, МиГ-29 есть, а МиГа-28 нет. Зато не надо оправдываться, почему он не похож на реальные прототипы. А вот в Орле поиграли в реалистичность, и в начальной сцене бортовой компьютер американских пилотов распознает группу кфиров как МиГ-23, а они, мягко говоря, не похожи от слова совсем. Субъективно по качеству постановки воздушных боев лучший стрелок на голову выше Железного Орла. И здесь давайте сразу договоримся, я сравниваю героя нашего выпуска с фильмом Топ Ган только как с образцово-показательным фильмом на схожую тематику, а не пытаюсь определить, кто из них лучше. И в пользу того, что в Орле бои хоть и уступали топ-гановским, но были все же сняты достаточно качественно, говорит тот факт, что дорогие в производстве натуральные воздушные съемки позже были использованы в целой куче бэшных фильмов, таких как Warbirds, Into the Sun, Final Mission, The Zone, Tactical Assault, Black Thunder, Stealth Fighter и Flight of Fury. На постерах к этим картинам вы, наверное, успели увидеть кучу знакомых имен, а ваш покорный слуга в свое время даже видел часть из этих киношек. Ничего не рекомендую, если что, если вы только не являетесь ярым поклонником кого-либо из актеров. Позаимствовали некоторые футажи и у Топ Гана, но там размах был чуточку поменьше, и из более-менее наглядных случаев, как пример, упомяну про Stormcatcher, The Marksman, Freedom Strike. Также кадры брались для разных сериалов. Из известных можно вспомнить MacGyver. Кстати, в качестве интересного и в то же время трагического связующего звена между этими двумя фильмами выступает известный в прошлом американский летчик Арт Шоль. Именно он был за штурвалом Cessna 150 во время потрясающей сцены гонки самолета против мотоцикла. За свою жизнь этот выдающийся пилот прославился исполнением множества акробатических трюков как в кино, так и на аэрошоу. И тем печальнее, что его жизнь прервалась на съемках фильма «Топ Ган». С камеры его спортивного самолета как раз и снимался вид из глаз во время сцены попадания Мэверика и Гуса в плоский штопор. Что-то пошло не так, и самолет Арта Шоля упал в Тихий океан. Если говорить об основном актерском составе, то среди главных героев Железного Орла порой проскакивают известные имена. И если Джейсон Гедрик, исполнитель роли юного Дага Мастерса, в дальнейшем посвятит свою карьеру сугубо ТВ-сериальным проектам, на его роль, между прочим, рассматривался более известный нам Эмилио Эстевес, то второй ведущий актер картины, Луис Госсет-младший, который исполнил роль полковника Чаппи, к тому моменту уже имел за плечами Оскар за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Офицер и джентльмен». Из интересных фактов, именно он сыграл инопланетного гуманоида в фантастическом фильме «Враг мой». Также на роли Чаппи Синклера пробовался Морган Фриман. В роли главного антагониста снялся всеми нами любимый в будущем Эркюль Пуаро, а точнее актер Дэвид Суше. Вот видите, немного другая форма усов, и перед нами уже злодей. Теперь поговорим о важной составляющей любого фильма – о музыке. Надеюсь, вы помните просто великолепный саундтрек к фильму «Топ Ган», включающий как очень запоминающуюся титульную тему, так и другие не менее известные композиции, звучащие по ходу фильма.
Так вот, музыка в «Железном Орле», знаете, очень даже хороша. Классический рок 80-х в самом соку. К сожалению, по правилам YouTube я не могу вам продемонстрировать ее звучание, но если вы найдете заглавную тему фильма Iron Eagle Never Say Die, то поймете меня. Прямо хочется сесть за руль автомобиля, врубить ее погромче и умчаться вдаль к закату. Ну да, не у каждого личный самолет имеется. Так что спасибо тебе, Джонни Лоуренс из Cobra Kai, что побудил меня пересмотреть этот фильм. Хотя картина не имела большого успеха в кинотеатрах, она принесла доход от продаж на домашнем видео, что было достаточно, чтобы запустить продолжение. Называлось оно «Железный Орел 2». Да, это были те славные 80-е, когда прямые продолжения фильмов просто нумеровали цифрами. Мне было очень любопытно посмотреть за развитием характера Дага Мастерса, который по окончанию событий первой части должен был поступить в военную летную академию. И следил я за этим развитием примерно первые 5 минут фильма, за которые главного героя прошлой части, нашего юного аса, который до поступления в военную академию противостоял в одиночку профессиональным пилотам, короче, Дага сбивают в воздушном конфликте где-то между западным побережьем Аляски и восточным побережьем СССР. И бой велся честно, 2 на 2, а не все на одного, как в прошлом фильме. Я в американских боевиках всегда стараюсь абстрагироваться от внешней политики, дабы она не мешала восприятию фильма. Но в данном случае не соврать, вопреки задуманному посылу авторов картины, я прямо-таки возгордился советскими летчиками. Чё, прирожденный ас? Не слышали. Вы думаете, обесценивание одного из главных героев в продолжении вошло в моду со времен Терминатора «Темные судьбы»? Ничего подобного. Голливуд и раньше занимался такой фигней, но обычно в тех случаях, когда актер предыдущего фильма недоступен по какой-либо причине. Теперь у нас в качестве нового героя напарник Дага в том злополучном сражении – Мэтт Купер, а в качестве старого героя известный нам уже полковник Чарльз Синклер. Сюжет в общих словах таков. Синклер вновь призван на военную службу, и ему поручено возглавить смешанные советско-американские военные силы, которые нанесут хирургический удар по сильно защищенному ядерному ракетному объекту в очередном неназванном ближневосточном государстве. Чаппи обнаруживает, что заставить советских и американских пилотов сотрудничать – это лишь самая незначительная из его проблем, поскольку кто-то в Пентагоне активно саботирует его миссию. К слову сказать, на дворе шел 1988 год. Горбачев, перестройка, гласность. Экраны кинотеатров уже посетил фильм «Красная жара» о плодотворном сотрудничестве советского милиционера и американского полицейского. И лишь старина Слай по старой привычке шмаляла из калаша по советским солдатам в Афганистане. Вот и в «Железном Орле 2» решили подхватить модную тему и посмотреть, что же будет, если идеологически в недалеком прошлом противники будут работать вместе для достижения единой цели. И вот эта сюжетная ветка, точнее как ее пытались подать сценаристы и как ее воспринимал мой разум, для меня была самым интересным в этой картине. Итак, говоря о русскоязычных персонажах, перед нами предстает группа мужчин своеобразной внешности и одна девушка. И я все понимаю, что Советский Союз – это многонациональное государство, потому тут претензий особых быть не должно. Но мне все равно особенно запомнился этот милый мужчина с сугубо русской фамилией Кошкин. Интересный факт, актер Ури Гавриэль, сыгравший Кошкина, появлялся и в первом фильме, но в качестве одного из тюремщиков. Зато в картине по полной эксплуатируется правдивый факт о красоте русских женщин, и единственная девушка в отряде сразу привлекает к себе внимание главного героя. Теперь поговорим немного о взаимоотношениях между бывшими соперниками. Я не знаю, как должны были воспринимать все происходящее на экране зарубежные зрители, но в моем видении американские военные вели себя как мудаки по сравнению с советскими. И этого прикола я не понял. Если задача была показать, какие недалекие, зажатые, закрытые граждане СССР и какие свободные и веселые американцы, то авторы эту задачу полностью провалили. Как зритель, старающийся соблюдать нейтралитет в данном повествовании, я постоянно ловил себя на мысли, что мне противно наблюдать, как ведут себя американские военные по отношению к советским офицерам. И так проходит часть хронометража у подготовки к основной операции. Ладно, мини-спойлер, в конце все передружатся. Мир, водка, жвачка. Стоит ли смотреть этот фильм? Сугубо в качестве интересного артефакта из 80-х.
Если осознавать, что вы смотрите фильм не А-класса, но в котором все же присутствуют самолетные сражения с участием реальных истребителей, что, как вы понимаете, все же недешево, вы можете получить некоторое удовольствие, но лишь некоторое, не более того. Кстати, по доброй американской традиции, советские самолеты косплеят совершенно другие типы. То, что в фильме называют МиГ-29, на самом деле являются F-4, а по старой памяти вся техника была предоставлена ВВС Израиля. Спустя 4 года на экраны выходит третья часть франшизы, и называется она «Асы. Железный Орел 3». Именно в такой последовательности. И от наших старых героев здесь остается только Луис Госсет-младший, который уже окончательно закрепился в этом киносериале как основной персонаж. Сюжет фильма таков. Чаппи и его друзья на самолетах Второй мировой войны устраивают показательный авиашоу. Тем временем некий злодей со своим наркокартелем захватывает перуанскую деревню и использует ее как плацдарм для переправки запрещенных веществ в США, а весь трафик проходит через авиабазу, на которой и работает Чаппи. Волей случая Чаппи и его друзьям становится известно об этом нелегальном обороте, и, не имея возможности доверять никому, кроме себя, решают своими силами покончить с бандитами и теми, кто за ними стоит. Этот фильм можно назвать проходным боевиком своего времени, но я, как посмотревший ее творение, все же попытаюсь найти в нем несколько плюсов. Актерский состав. Кроме Луиса Госсета-младшего, во время начальных титров в глаза сразу бросается имя Сони Чибы. Этот монументальный дядька снялся в 70-е в куче фильмов о карате и в молодые годы демонстрировал отличную физическую форму. Западный зритель, несомненно, помнит его по фильму «Убить Билла», где он сыграл легендарного Хаттори Ханза, что выковал меч для главной героини. Здесь Чиба играет одного из пилотов воздушного шоу. Второй примечательный персонаж – это модель и актриса Рэйчел МакЛиш. И интересно, она более не актерскими способностями. Играет она, как обычно играют люди в подобных фильмах, ни хуже, ни лучше. А интересно она своей физической формой. Все те мужчины, что не поднимают в течение дня ничего тяжелее обеденной ложки, наверняка позавидуют ее бицухе. Собственно, за мощное тело амазонки ее и пригласили на эту роль. Я вот тут что подумал. «Железный Орел 3» очень современный фильм. Здесь на главной женской роли сильная, в самом прямом смысле этого слова, и независимая дама южноамериканских кровей, а на главной мужской роли афроамериканский актер, сайдкиком у которого является опять же черный парнишка. На положительных ролях второго плана опять же имеются англичанин, немец, японец. В общем, достаточно пестрый актерский состав. Сексуальное меньшинство, извиняйте. Знаковый фильм на вашу тематику выйдет только годом позже. Я про Филадельфию с Томом Хэнксом 1993 года, если кто не понял. А у нас тут настоящие летчики. Перейдем теперь к тому, за что я эти фильмы и смотрю, к полетам. Они есть. Много было отснято реальных кадров с самолетами, и от их просмотра можно получить удовольствие. Но теперь в картину зачем-то добавили немного нереалистичной клоунады. Как вот этот момент с вываливанием одного из героев из кокпита и помощь в переворачивании самолета другим героям посредством толчка за концовкой крыла. Но с другой стороны, вот этот момент, ребята, я просто обожаю. Видел его в 90-е годы в нарезке из сцен для заставки одной забытой передачи о видеофильмах, шедшей по ТВ, и пока не наткнулся на «Железный Орел 3», гадал, из какого кино сия сцена. К общей нереальности происходящего можно отнести и тот факт, что устаревшие поршневые самолеты берут вверх над пусть и не шибко современными, но все же реактивными истребителями. В качестве основной техники картеля выступает реактивный самолет Соко G2 Галеб. Эта модель действительно стояла на вооружении в Перу. А главный злодей летает на так называемом фильме Мессершмитте 263, прототипе реактивного истребителя, который должен был принести победу фашистской Германии, но так и не был построен. А на самом деле в фильме использовали оригинальный аппарат под названием Scaled Composites Ares. Как вы поняли, выдавать одни типы самолетов за другие – это целая традиция в авиационных боевиках, и у наших героев тоже были несколько не те аэропланы, что заявлены в фильме. Так, Мессершмитт Bf-109 нашего немецкого пилота был на самом деле мустангом P-51A,
а вместо знаменитого японского Zero летал североамериканский Т-6 Texan. Если вы нормально перевариваете бэшные боевики 90-х, то как развлечение под пивко на вечер фильм покатит. А еще поклонники игровой системы Famicom могли встречаться вот с таким вот картриджем. И это действительно 8-битная игра 1992 года, выполненная отчасти в стиле несовского Top Gun с видом из кабины, а отчасти в изометрии. И к нашему фильму сюжетно она никакого отношения не имеет. Более того, первой и второй части для приставок не существует, а наименование асы «Железный Орел 3» прикручено только к японской версии игры. На Западе она выходила под названием Ultimate Air Combat. В 1995 году вышел четвертый и последний на сегодняшний день фильм из цикла «Железный Орел», и назвали его опять просто «Железный Орел 4». И если третья часть, единственная из всей серии, получила совсем не подростковый рейтинг R, то здесь создатели решили вернуться к корням и снять очередной фильм для более молодой аудитории. Для этого они воскресили персонажа Дага Мастерса. Точнее, они белыми нитками пришли историю, что в начале второй части Даг не погиб при взрыве, а успел катапультироваться. После чего попал в советскую тюрьму, где он слегка сломался и по вызволению отошел от военных дел и работает в сельскохозяйственной авиации в богом забытом месте. Кстати, Дага здесь играет уже другой актер, Джейсон Кадьо. Так бы все и продолжалось, если бы его не нашел его старый приятель Чаппи в исполнении несменного Луиса Госсета-младшего и не предложил поработать инструктором в аэрошколе для трудных подростков. Да, вы не ослышались, аэрошкола для трудных подростков. Как это работает, не знаю. This is America, guys. Далее темное прошлое одной из участниц этой школы дает о себе знать. Она пытается провернуть сделку с нехорошими ребятами, толкая им белую смерть. Речь, конечно, о сахаре, вместо другой смерти, и наживает на свое заднее место кучу проблем. К этим проблемам добавляется еще сюжетная ветка с плохими военными и токсическими отходами. В общем, это как раз тот случай, когда описание выглядит более насыщенным и динамичным, чем само кино. Дело в том, что фильм вышел пресным и попросту скучным. И это первый из всех «Орлов», которые я смотрел в несколько этапов, невзирая на общую продолжительность всего в 1 час и 35 минут. В попытках сделать легкую перезагрузку в сторону подросткового кино и первой части создатели попросту загубили всю франшизу. Мое мнение, конечно же, является субъективным, но оценка пользователей IMDb в 3,3 балла из 10 говорит об этом же. Что пошло не так? Да многое. Молодые актеры больше раздражали, чем вызывали симпатию или сочувствие. Старина Госсет ничего нового в своего персонажа не привнес и вызывал скорее нейтральные эмоции. Также совершенно нейтральное впечатление оставил новый исполнитель роли Дага. Да, он хорошо выглядит внешне и чем-то напоминает предыдущего актера, но какой-то особой харизмой он зацепить меня не смог. Полеты учебных винтовых самолетов в плане зрелищности ничего из себя здесь особого не представляют. А бои поршневой авиации против реактивной мы уже видели в третьей части. Ну окей, здесь сделали более реалистичный подход, и подростки на учебных Т-6 попросту пытаются не сдохнуть, удирая от F-16. Ну, как удирая? Они такие медленные, что не успеваешь нажать на спуск, они уже проносятся мимо. Ничего. Правда, когда Даг в лучших традициях первого фильма угоняет F-16 и вступает в схватку с врагом на равных, тут фильм вспоминает, что он развлекательное кино, а не социальная драма о трудных подростках, и радует нас несколькими зрелищными кадрами. Беда в том, что весь этот праздник жизни на фоне общего хронометража преступно мал. Подводя итоги, резюмирую, что смотреть четвертый фильм можно только на свой страх и риск, так как ничего примечательного эта картина в истории кинематографа не оставила. На этом выпуск, идея которого возникла несколько внезапно, подходит к концу. Если вдруг вам есть что сказать, напишите в комментариях. Я радуюсь каждому новому посту, как ребенок. А тем, кто ждет от меня продолжения цикла видеоносители, заявляю, что несмотря на крайне низкую заинтересованность массового зрителя в этой тематике, я бесконечно благодарен тем людям, что меня поддерживают в этом направлении. И даже ради только этих людей я готов продолжать этот цикл.
А мне, поверьте, еще много есть о чем вам рассказать. С вами был раздел «Просторы Небесного океана» с Cyberlinks. До новых встреч!